скорбная вдова. Мы не бедные люди, у нас медные клювы. Мы не как остальные, у нас перья стальные, а за место глаз красные уголья у нас. Маем все с моду от лютого голоду. Мы твои дети, куда нам лететь? 13 декабря 2014 года директор крупного НИИ, которое мы не можем здесь назвать, Григорий Евсеевич Замараев после бессонной ночи обнаружил, что он у себя в постели превратился в огромное насекомое. Ну, представьте, лежит таракан. Огромный такой таракан. Я, когда пришла будить его на работу, сразу все увидела. Лишнего шума поднимать не стала, подняла только самый необходимый. Я сразу пригласила Петра Семеновича, это первый заместитель, и еще одного ответственного товарища. Мы приехали, а у Григория Евсеевича 6 ножек. Он мисучит брюшком кверху и выглядит крайне несолидно. Перед нами естественным образом стал вопрос, может ли Григорий Евсеевич в таком состоянии управлять научным учреждением? Меня увольнение не устраивало категорически. Ну, посудите сами. Была женой крупного администратора, а теперь, надо сказать, Павел Семенович тоже был не рад. Мало ли кого теперь поставят. Правда же? Я, честно говоря, лично в свое время рекомендовал господина Замараева в директоры. Ну и такая ситуация выходила как-то двусмысленно. Сами понимаете. Побоялся ответственности. В общем, было решено оставить Григория Евсеевича в занимаемой должности, только жена потребовала, чтобы из квартиры его убрали. К чертовой матери, вон! Я, признаться, сперва боялась его немного, потом привыкла. Потом даже гладить иногда стала. Павел Семенович разложил в кабинете на полу карточки со словами, наиболее часто употребляемыми при руководстве институтом. И Григорий Евсеевич с помощью усов давал указания и даже выпускал приказы. Долго не знали, чем его кормить. И то он не ел, и это. Сотрудники из загранкомандировок привозили любимые деликатесы. Все к нему не ест. В конце месяца я принес ему получку, так он на нее сразу набросился. Первые 100 рублей слопал и утих, а потом и остальное докушал. Ну, вообще, институт работал исправно, неуклонно двигался вперед. У нас, конечно, возникали вопросы, потому что кто бы ни приезжал с проверкой, говорили, что господин Замараев болен. Поэтому, когда поехал я без промедления, без согласования сразу пошел к нему в кабинет. Я, конечно, удивился. Гигантский таракан размером с человека. Но Павел Семенович мне объяснил, что, дескать, директор только что вернулся с полигона, и он был там в скафандре с манипуляторами, проводил опасные для жизни опыты, и чтобы вылезти из скафандра, требуется некоторый период адаптации. Ну, я, честно говоря, не стал ждать. Я похвалил его за самоотверженность, приказал не жертвовать собой и поехал. Честно говоря, все было хорошо. Даже и как-то стала относиться к Григорию Евсеевичу по-прежнему. Но ему и в человеческом-то облике денег не хватало, а тут он просто озверел. Раньше он как-то набивался в соавторы или собирал денег себе на подарок, а теперь он прятался у кассы и нападал на коллег. Жена его приходила, отбирала половину добычи. Наш институт получил премию Франца. Это такая крупная международная премия. Отмечали мы это дело с помпой. Григорий Евсеевич махал усами, пока его не согласились тоже взять на торжество.
Ну, в президиум его, конечно, не посадили, сидел он, смотрел из-за кулис, и пока мы эти тосты все произносили, нашу премию-то он и слопал. Да так себе брюхо набил, что своим ходом в кабинет вернуться и не смог. Сотрудники были вне себя. Вне себя. Некоторые даже думали деньги раствором цианистого калия мазать. Или дустом. Но потом, подумав, решили, что и скандал может выйти. Сами посудите, таким учреждением руководил огромный таракан. И куда ты потом пойдешь? Всюду же скажут: а, на таракана работал. Я в детстве с отцом ходила на медведя. И одного даже сама завалила. Я просто взяла швабру и била его, пока у него эти вот его дрыгаться не перестали. А потом оттащила его за усы в котельную и сожгла в печи. На счастье гражданки Сорокопут, убитый таракан не превратился в труп Григория Евсеевича, как это зачастую случается в идеологически чуждых нам зарубежных романах ужасов, с которыми наш институт не желает иметь ничего общего. Вас многое связывает, но... Он уже умер, там еще неизвестно, что. Отвечала судьба, прискорбная вдова. Я вас, дети, вас люблю.